Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня у нас, друзья мои, 19 мая 2025 год. Да. Итак, давайте посмотрим в преддверии разговора Путина с его коллегой Трампом, или Трампа с его коллегой, или кто там из них начальник, коллега, я не разбираюсь, Путиным, от которого лично я ничего не жду хорошего. Но будем все-таки, знаете, как говорится, надежда умирает последним. Последние будем ждать, что они остановят войну, по крайней мере так. Ну, такое, да. Рашисты продолжают переть вперед, несмотря ни на что, то есть занимаются утилизацией собственной личного состава или лишнего состава, коим он у них является, но при этом каких-то территориальных сдобутков, знаете, у них нет. Но если не считать территориальным сдобутком пол какой-то лесопосадки, где лежит там 250 шмобиков, ну тогда да. В общем и целом, конечно же, нет, у них ни черта не выходит. Это и бесит Путина. Кстати, сегодня они пытались, знаете, набить себе важности, вот с такой мордой, чтобы, значит, важными такие, вот так вот, да, смотреть на всех и говорить: мы великий я, мы могучий я. Великий я, могучий я пытались сегодня запустить межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Возможно, они ее хотели запустить по Украине. Об этом, кстати, еще вчера и позавчера предупреждал наш доблестный ГУР. Действительно, они ее попытались запустить и сказали большой пук. Да. Предыдущие, кстати, два запуска тоже закончились большим пуком. Вот. Ну и здесь, собственно говоря, то же самое. Что-то пошло не так, ни хрена они не запустили, что-то у них там обломалось. То есть вот этот момент с российской баллистикой, особенно межконтинентальной, вот этой тяжелой, большой, остается открытым. 3 последних запуска, 3 пролета, да? То есть говорить, ну, в принципе, оно таки есть, ребята, смотрите, оно у них не обслуживается. Оно у них сделано, поймите еще раз правильно, вот это вот баллистическое дерьмо, которое у них есть, оно сделано те же самыми рукопопами людьми, которые делали автомобиль «Жигули», да, вот, который является ухудшенной копией «Фиата», правильно? И эти же люди делали автомобиль «Москвич», то есть ожидать, что и человейники там на Москве, да, ожидать, что тут они сварганят все плохо, а вот здесь они сделают хорошо, не приходится, потому что это одни и те же люди. Ну, вот они, у которых руки растут, ну, не отсюда, а там снизу, да, вот, из попы растут руки, соответственно, естественно, вот эти вот баллистические ракеты, ну вот не работают, и все. Они хотели набить цену Путину перед сегодняшним разговором с Трампом. Упс, что-то пошло не так. Впрочем, как всегда. Итак, 1040 вооруженных путинских вот этих федерастов нашли свой конец или потеряли в Украине. Так нашли или потеряли? Хороший вопрос. Да, и общее количество путинских бандитов, этих наемников, которые пришли в Украину с оружием убивать женщин и детей, но с ними произошло то же самое, что с ракетой «Ярс», теперь составляет 974 770 штук. Один танк за вчерашний день был списан в утильсырье, всего 10 833. И 5 бронемашин туда же за этим танком. Ровно, как говорится, корова языком слезала в утильсырье, да, в металлолом. На переплавку едете, да, все, вы надоели. Всего 22 562. И туда же 29 артиллерийских систем, то есть ствольная артиллерия, имеется в виду пушки и минометы. Все это списано в утильсырье и забыто, и заплевано, да, полностью. По беспилотникам, ну, вроде бы с завтрашнего дня, друзья мои, будет уже по-другому выглядеть статистика. Будет отдельно идти как бы беспилотники «Камикадзе». И отдельно будут идти, я так понимаю, беспилотники-разведчики и беспилотники-имитаторы. Ну, пока, вот на сегодняшний день я вижу, пока у нас еще статистика старого типа, 118 беспилотников. Надо сказать, что всегда, вот в этих, их всегда за 100, а иногда еще и больше, да, это сбитых сейчас. Вот среди них там часть приличная, это беспилотники, которые являются, скажем так, либо не боевыми, то есть, ну как не боевыми, разведчики, либо имитаторами. Вот
будем, когда видеть эту всю статистику, оно нам будет проще тогда, потому что не совсем понятно, считаются только камикадзе типа Шахеда или там Ланцета, либо же здесь какие-то еще другие. То есть хорошо, когда будем видеть, как говорится, более точно. 88 грузовиков и автоцистерн за прошедшие сутки. Ну, тут ничего нового нету. Рашисты атакуют на обычной технике, не бронированной. Гробят свой лишний состав. Ну, ничего нового в этом нет. Всего 48 988 штук автотехники. Ну, скоро будет 50 тысяч. Как говорится, Путина это не впечатляет. Ну, не впечатляет, то и не впечатляет. Вот. То есть, друзья мои, ну, смотрите, что сейчас происходит. По большому счету, Путин пытается нахапать перед перемирием. Я не знаю, когда оно будет, сразу скажу, и будет ли, но, возможно, будет. Перед перемирием пытается нахапать как можно больше земли. Вот зачем ему количество земли, я не очень понимаю. Если у него собственное государство, если Россию можно назвать государством, загажено до такой степени, что там не хотят даже белые медведи плодиться, да, то есть разбегаются оттуда. Вот, там ежи не хотят плодиться, да, и тараканы оттуда убегают. Вот, то зачем ему еще испортить землю и испоганить? Но это вопрос, как говорится, остается открытым. Вот. Ну и, наверное, из какой-то извращенной такой, знаете, он же извращага. Вот, видимо, из-за извращенного сознания, вот он хочет нахватать еще земли, загадить, как говорится, ее, убить людей, и тогда у него наступает оргазм. Ну да, если он, как говорится, с Кабаева уже ничего не может, ну тогда хотя бы так.